Здравствуй, мой дорогой дружок. Дружок мой пирожок, который смотрит этот замечательный стрим. Сегодня мы поиграем в Зайчика. Тини Банни игра называется. Ну, как бы вот мы сейчас стримим на канале Vast, и мне ребята все, абсолютно все до единого говорят: Алексей, сыграй в игру про нас. Представляете? Вот так и говорят. Они говорят: сыграй, пожалуйста, игру про нас. Я говорю: ребят, ну, я, конечно, понимаю, что вы, ну, все кролики, но не настолько, чтобы прям вот играть. Они говорят: мы не кролики, мы зайчики. Я говорю: ну, тогда ладно. Вот прямо сейчас в чате пишут: ура, про нас наконец-то в игру играет. Так что ставь лайк, подписывайся на канал. Ребят, сказали, очень интересная какая-то новенькая игрушка. Такая, знаете, типа рассказ, страшилочка. Ну, посмотрим, посмотрим. Если что, если игра зайдет, давайте 6666 лайков, как всегда на ужастике, поставим и запилим новую серию. Хотя может и зайти так, что вообще мы ее всю пройдем. Так что все, всем приятного просмотра, сильно не пугайтесь. Ай, ну давай. Эти. Пошел процесс. Ля-ля-ля-ля, нагнетает. Всю ночь ветер скребся в окно когтями. И чё? Типа авто, наверное. Он бродил по полям и завывал. Чего? Эй, стой, стой! Бесконечная песня велась словно веревка. Казалось, они кричат и смеются голоса и спорят о чем-то. Так, секунду. Кто-то носился по снегу, отбрасывая длинные тени. Они то подходили к кровати, то отступали. Дом жил своей жизнью, скрипучей жизнью старых зданий, которые помнят только всего и будто пытаются рассказать. Одинокий дом глядел на лес, а чащоба смотрела в ответ своими глазищами дуплами и шуршала, шумела, кивала. Можно выйти и постоять у кромки леса, просто чтобы убедиться. Там, за кривыми деревьями, никого нет. Смутные мотающиеся по ветру силуэты не причинят вреда. Это же игра света и тени. Ой, игра света, это наша тема, кстати. Это игра света, кстати. Просто такая игра. Я понимаю, это лишь мое воображение. Мне ведь уже 12. Но все же. Наверное, как предыстория, типа, блин, была. Эпизод первый. Раздери меня, пчела. Ой, какие здесь звуки, кстати. Ля, АСМР. У меня как будто в голове кто-то чай наливает. Ля. Убери книгу немедленно. Сколько раз говорила, не читай за столом, вредно. Сидишь, сутулился весь. Я послушно отложил книгу. Все равно я прочитал одну и ту же строчку 3 раза, ничего не понял. Оля уже позавтракала и взялась за печенье. Хрустела с аппетитом, как девочки из рекламы. Какие девочки? Мама, кстати, ничего, да? Пока не съешь, из-за стола не встанешь. Вот это, кстати, жиза вообще всегда. Знаешь, типа, обязательно надо было доедать в детстве. Я не знаю, жизненно это или нет, у всех это или нет, но это прям максимально вот жиза. Типа, всегда заставляли раньше доедать. Я никогда не понимал, почему. Типа, реально. Это как, да, вот у бабули там сидишь. Так, пока не доешь, гулять не пойдешь. Ты ёпта, да не хочу я. Нет, надо доесть. Сидишь. О! У кого жиза, кстати, тоже напишите в комментах. А я все буравил взглядом манку, словно надеялся, что она рассосется сама по себе. Смутная тревога распирала. Блин, что у меня такое? Рот надо разработать. Все из-за бессонной ночи, черного леса, огибавшего двор и угрюмого ветра.
Чем дольше я тянул, тем холоднее становилась комковатая белая масса. Блин, да, кстати, вот каша с пенками — это такое себе. Вашу, говорит, маму и тут, и там. Вот и медуза из подводной Одиссеи Кусто. Обожаю эту передачу. А, блин, это Одиссея Кусто, помните, была с этим, с как его? С Жакой в Кусто. Во. Пресс-Ф, кстати, мужику. Он, как в песне у этого, у Гарика Бульдога. Да? Ты и только ты видел, как срут киты. Осуждаю. Интересно, на дне океана очень жутко. А ночью в холодном черном лесу. Короче, это такой мальчик загадочный. Причем, кстати, судя по морозу, прям очень жестко. Очень жесткий мороз, прям хорошо такой. Ложка выпала из руки. Мама плеснула студеным взглядом зеленых глаз. Чертовка еще и зеленоглазая. Что я говорила? Я достану. Десятисекундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Я нащупал ложку. А что это такое нацарапано снизу на столешнице? Карина! Это ж мамино имя. Видимо, она в детстве накорябала чем-то острым. О, ясно. Оказывается, хулиганкой была. Мебель портила. Надо предъявить. Меня бы за такое неделю ругала. Может, напомните ей о шалости? Нет, что-то она не в духе в последнее время. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь, под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты? А шороха на чердаке? А лесных дебрей? Прям какая-то крепота реально начинается. Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кровати, где теперь спит Оля, и рассказывает мягким, вкрадчивым голосом. Тайга — особое место, дитятка. Она к тебе присматривается, принюхивается. Словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься, в беде не бросит. А будешь проказничать, схватит за бочок и утащит с собой под землю. Тут и дело с концом. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Ну, это прям уже, знаете, какая-то классика жанра, что абсолютно практически в каждой истории есть мать, брошенная с детьми. То есть никогда полноценной этой нет. Знаете, полноценной семьи. Это прям реально чудеса какие-то. Помню, я случайно подслушал родительский разговор и узнал, что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах. Купила себе гроб. Ну, кстати, это раньше нормально было. То есть, да и сейчас люди все откладывают себе на похороны. И называла его ласково гробиком. Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал. Черный, с обивкой цвета мяса, это я увидел потом, когда бабушку похоронили. Дом остался таким же, каким и был при бабуле, только фотографии все убрали куда-то. Осталось только сказать, что бабушка еще там спала, не буду я свет включать. Говно картинка будет. Застекленные снимки с серыми лицами моих предков. У всех плоские, но зоркие, неживые глаза. Я выбрался из-под стола. Там, я не пойму, под столом Нарния, что ли, целая?
Он выбрался, и там, я не знаю, там целый мир, что ли, свой? Оля расправилась с печеньем, и какие-то зверек поглядывала на мою порцию. Я бросил взгляд на заиндевевшее окно. Снаружи темнели сосны, но не они привлекли мое внимание. Январский узор складывался в картинку. Кстати, мне всегда было интересно, знаете, в детстве я вот на севере жил, всегда у нас на окнах, знаете, такие узоры были, просто мама не горюй, и тоже были вот эти вот огромные окна и большие такие, знаешь, большие целые картины. Никогда этого не понимал, как вообще это нахрен работает. Так что как-то так. Оля, гляди, лиса! Где? Похоже на оптические иллюзии на задних обложках тетрадок. Вроде мешанины из черточек, а если расфокусировать взгляд и посмотреть под определенным углом, но это уже фантазия, как говорится. Да не на улице, на стекле. Короче, мальчик, у которого все мерещится и хорошая память, так скажем, хорошее воображение и память, как оказывается. Смотри, вот нос, вот. Ну-ка, доедай. О! Тоталитаризм, блядь! Да, да, сейчас. На тебе еще каши. Надо доесть. Я имел в виду всю кастрюлю, мелкий. Я ничего не вижу. Живо. Совсем немного осталось. Еще полкило каши все, и все. А, вот. Но все равно не похоже. А я говорю, похоже. Не-а. Шкила. Похоже. Прекратите. Ну что за дети? Ну, обычные дети, которые спорят. Теперь я не мог отыскать лису. Она исчезла. Ушла. Лишь узоры поползли по стеклу, похожие на вытянутые листья крапивы. Это знаете, как игра про будущего маньяка какого-то, знаешь, там, you wanna play the game? А? Как в каком это фильме-то было? Когда тетрадь-то листаешь, что ты здесь видишь? Бабочку. А здесь облака. О! С бородой сразу видно нормальный батя. На кухню вошел папа, большой и неторопливый. Хочу, когда вырасту, стать как он, бородачом. Нет, ну... Тут как бы понятно, да? То, что как бы, ну тут как бы бесспорно. Давайте с этого начнем. Мама, шутя, всегда просила папу, ну сбрей, колется же. Не колется, дорогая моя, а приятно щекотит. Как давно это было? А, ну то есть она батю довела, короче, с бородой и поехала к маме. В общем-то, в принципе, дефолтная история. То есть батя не стал куколдом и, в принципе, отправил просто мать к теще. Все, конец истории. А теперь каждый день грохот дверей и мстительные колкости. Оля зажимала уши, когда за стеной раздавались голоса. «Ради чего все это?» «Ради вас», — отвечал папа, — «ради семьи». Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное, самое убийственное слово на букву «Р». Что это за слово на букву «Р»? Разыбу, бля. А, развод, все, я понял. Все, я понял. Прошу прощения. Да. Не хочу дальше продолжать. Боюсь представить, что нас с сестренкой разлучат и разведут по разным семьям. Почему это? Что это за такие? Где они живут? В какой стране? А, Россия. Да что твоя лиса?
Вот у меня на окне сова. Опять ты со своей совой. Ты чё вы так детей-то душите, я не пойму. Сидят дети, хавают кашу манную, хавают печеньки с чаем с вареньем. Один говорит, смотри, вот я вижу лису. Девочка говорит, а у меня сова. Опять ты со своей совой? А? А я думал, сова. Так ты же вчера мне верил. Никто ключи от машины не видел? Буква Ю. Душат молодых киберспортсменов. Вроде оставлял на подоконнике. Вроде. Мне надо книги почитать, что у меня это... Читать я разучился, не ездил. Вроде оставлял, вроде нет. Смотри, язва какая, а? Вроде взрослый мужчина, отец двоих детей, а вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. О боже. Дай мне спокойно собраться. Нюхай бебро. В корзине твои ключи. Возле телефона. Огромное тебе человеческое спасибо. Что вообще происходит? Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. Опять Антону прилетело. Так. Нагнетается конфликт. А сова? Улетела. Не было там никакой совы. Была. Не было. Глазюки огромные. Во, и светятся. Оля вскочила со стула и приставила руки к личику, показывая глазами каждый величиной с яблоко. В прошлом году бабай в шкафу, сейчас сова. Но я же видела. Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала подружиться с ней, нет? Вымышленными мышами покормить, например? Не подначивай ребенка. Может быть, ты еще Деда Мороза веришь, маленькая дрянь? Может быть, тебе он подарки носит на Новый год, а? А не твой любимый папа с мамой. Что вообще происходит? Он есть вообще Дед Мороз? Просто мала еще. И спать одна боится. Оля капризно надула губы и, убежала. Заскрипела лестница, ведущая на второй этаж. Мама строго смотрела на отца. Нагнетение, блядь! Смотри, по шапке получит, скорее всего, пацан. Ох, этот взгляд, как же неуютно под его прицелом. Батя просто фыркнул и ушел, звеня связкой найденных ключей. Спустя минуту на весь дом раздалась мелодия из «Русалочки». Это была затертая до дыр кассетная пленка, которую папа уже склеивал однажды. Монтажер, что ли? С вещами все просто, их можно починить или вот склеить. А как быть с отношениями? Мама ушла в гостиную, я остался один и беспокойно поглядывая в окно. С тех пор, как мы переехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Ворочалась в постели или съеживалась клубочком под одеялом. Что началось-то, Порой вскакивала среди ночи, чтобы включить видеомагнитофон. Мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родителей. Да ну нахер! Ёпта, мы во что играем-то? Плюс инфаркт. Хорош, вы чё? У меня тут мои любимые рейзеровские наушники на все выкручены. Чуть-чуть Кондратий не хватил.
А потом Оле привиделось это огромное, крылатое чудовище за окном. Она стала одержима совой, блядь. Чего только родители не делали, на какие ухищрения не шли, чтобы искоренить эти страхи. Оля напрочь отказывалась спать одна и не верила, что сова была всего лишь дурным, блядь, сном. После сегодняшней ночи я не знал, что думать, как теперь относиться к словам сестры. Могут ли кошмары быть заразными? Прошлой ночью я лежал без сна и думал о том, что ждет меня в новой школе. I want to be free! I want to... До занятия оставалось несколько дней. Воображение рисовало длинные извилистые коридоры. Они приводили к классу, заполненному детьми. А ученики за партами были темными силуэтами, словно вырезанными по трафарету контурами. Посреди этих черных лиц зияли круглые дыры, а в дырах моргали глаза, будто бы совсем другие существа смотрели на меня, блядь, из-за плоских черных фигур. И столько жестокости было в этих взглядах, сколько ледяной насмешки, что я дрожал с головы до ног, блядь. Выживу ли я здесь? Что только не придумаешь, что в школу не идти. Не забьют ли меня до смерти топой быстрые топчущие ноги, вымазанные кровью ботинки? Блять, что происходит? Пусть бы она сгорела, эта чертова школа. Пусть бы хоть что-то случилось, неважно что, лишь бы не идти на уроки, блядь. Не видеть людей, которые только и мечтают дать оплевуху, поставить подножку, придумать очередное прозвище, еще оскорбительнее, чем предыдущие. Будто мои очки делают меня чуханом, который каким-то монстром, блядь. А взор махнул по рисункам, развешанных на стенах. Я не считал себя великим художником, но Оля упросила... Чего? Упросила повесить, только рисованное меня хоть немного радовало в последнее время. Моим немногочисленным друзьям тоже нравилось, как я рисую, а ведь они, кстати, обещали звонить. Иногда воображаю, как мама снимает трубку и говорит холодно: «Вы не туда попали». Или Антона нет. Антона нет. Я представлял своим будущих одноклассников и одноклассниц, которые, как и я, лежали в эту минуту в кроватях, слушая вой невидимых оборотней за окном. Быть может, я все-таки понравлюсь своему новому классу. О боже. Денис, не надо. Кому вообще нравятся ребята в очках с толстенными линзами? Как кому? Маньякам. Папа вот в детстве носил очки, а теперь он женат на самой красивой женщине в мире, моей маме. Дом заскрипел под напором ветра. Наш прежний дом, бетонный, 9-этажный, жужжал соседским перфоратором, бубнил телевизором за стеной, плакал навзрыд из квартиры многодетного семейства. Теперешний дом язык не поворачивается назвать. Да хватит! Назвать его новым был совсем другим. Днем тихие и покладистые, тени отдыхают в углах в паутине чуланов под лестницей. Но ночью они просыпаются. Что-то смотрят на меня из углов, будто фотографии мертвых родственников. Тебе башку лечить надо, больной ты ублюдок. А не рисунки рисовать и в школу ходить-то опасен для общества, дружочек. Кряхтят половицу, стонут ржавые водостоки. Чердак населяют гулкие сквозняки. Словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, что действительно слышу музыку, причем играет она уже давно. А тебя, говорит, оденут деревянный макинтош и будет играть музыка. Но ты ее не услышишь! Где-то далековато, на самой границе восприятия, пела флейта. Чего? Я еще раз говорю, это раздвоение личности, это шизофрения. Малого лечить надо. Эта музыка словно бы сливалась с воем ветра, с поскрипыванием старого дома, с моими мыслями наконец. Я встал и поторопился к окну, хотел убедить себя, но нет никакой музыки. Это лишь всего лишь как бы и мое воображение. Никто не может играть там в холодной заснеженной ночи. Открыть. Алло.
Пацан, давай не будем. Алло. Биполярное расстройство. Он не с Питера. Там в поле кто-то танцевал. Черные фигуры, едва различимые на фоне темного леса. Залитые лунным светом, они резко подпрыгивали и припадали к сугробам. Катались в снегу и ползали на четвереньках. Мне вспомнились истории о волках, играющих под луной, но это были не волки. Они вставали на ноги, водили хороводы, вздымали вихри снега, растворялись во мраке и появлялись вновь. Творилось что-то очень странное. Пляска теней в бездонной тьме распаляла воображение, одновременно нагоняла тревогу. Ой. Вдруг музыка стихла. Танцующие застыли, и я был готов поклясться, уставились на меня. Внезапно одна из фигур отделилась от странного карнавала теней и ринулась по полю, мощными прыжками преодолевая расстояние. Да ну... Да ты чё гонишь, что ли? Я не пойму, ты меня... Хорош, ты что это за кончалыжная игра, алло? Что это такое, я не пойму, это какой-то психодел лютый. Не спать еще? Она скользила, не останавливая вмятин на хрустком Насте, пока угольная тень дома не поглотила ночное существо, став еще гуще и чернее. Досмотрелся в окно? Сердце заметалось птицей в клетке. Я отпрянул к кровати, успев рывком задернуть шторы. Меня видели. Страх окатил ледяным потоком. Стоя в темноте, я слышал, как снаружи возится и скребется незваный гость. Как он мечется по двору, выискивая вход. Звук ушел вправо. Джонни, они на деревьях! Обогнул дом. Сейчас гость окажется на пороге. Я кинулся в постель и укрылся с головой, словно одеяло могло меня защитить. Страх сковывал мои мышцы. Я вдруг снова вспомнил о похоронах, как бабушка лежала, скрестив руки за заострившимися чертами лица, похожая на восковую куклу, и смотрела на меня вот такими вот глазами и сказала: «Здравствуй, сынок, я твоя бабушка!» Все хорошо. О боже. Хорошая игра. Она занята. Продолжаем, ёпта. А по ножкам стульев, на которые водрузили гардероб, ползли муравьи. Я представляла тогда, как они взберутся на голову бабушки и лапками поднимут ей веки. Тогда сморщенные, грязные яблоки шевельнулись в гнездах, и бабуля вновь увидела внуков. Блин! Гроб, неважно. Гардероб тоже нормально. О боже. Там, на похоронах, я повторял мысленно слова заговора, которыми она меня научила. И лежа под одеялом, прислушиваясь к скрипу и вою, я шептал эти слова. На острове Буяне, в синем океане, стоит домовина, в ней сало и глина, волосы седые, Слава! чертям еда. Раба Божьего Антона не тронут никогда. На горе стоит верблюд, его 5. Двое в жопу, 3 в нос, довери его до слез. Здравствуйте. Бесы забудут дорогу к дому. Мертвый к мертвому, швой к швому. Пацан, у тебя точно все нормально с головой? Я тебе клянусь, тебе надо лечить кукушку твою. С тобой что-то не так.
непонятные шумы утихли. Я осторожно высунулся из-под одеяла, чтобы увидеть, как под потолком, словно висельник, колышется штора. И тут ночь ошпарила меня новой порцией кипящего ужаса. Звук резанул по ушам. Что-то царапало входную дверь. Быстро-быстро скоблило когтями полотно, требуя впустить его. Дверь заперта. Папа стал осторожным и вкрутил надежный замок. Помню, как он долго и напряжно вглядывался в лес, словно выискивал в нем кого-то. Мертвая к мертвому. И выстрел в дверь. Просто вот сразу видно, это не наш подписчик. А вот был бы подписан на наш канал, знал бы, что все решается очень просто. Старым дедовским способом. Просто дуплет в двери, все. Доблой прям сразу. Картечью, блядь, книпелями. Живой к живому. Я поджал коленки, уткнулся в них подбородком и засверлил взглядом межкомнатную дверь. Такую хлипкую и слабенькую перед мощью темноты. И вдруг раздался пук. Дверная ручка робко повернулась. Затем дернулась раз, другой, будто у того, кто пытался открыть дверь, не было рук. О боже. Ручка вновь кивнула и неожиданно. Помогите! Лёлик! От страха у меня свело челюсть, мокрые пальцы. У меня у самого тут уже все мокрое, прекрати нагнетать! О боже. Дверь заскрипела и отворилась. Дом издевательски стонал ветром в жестяных водостоках. Сейчас ты увидишь, мелкий пиздюк. Дверь распахнулась. О боже. Тьма кишела в прожорливой пасти проема. Наташа! Словно сама ночь обращалась ко мне, то хлопая черными крыльями, то скрипя несмазанными петлями. Мрак был паутиной, облепивший углы комнаты. Я дрожал в его коконе и ждал, когда из черного провала выступит тот, кто соткал паутину. Ну чего? Мышцы с живота заныли, грудная клетка расправилась, готовая выпустить отчаянный вопль. Но прежде чем я закричал, темнота спросила: Ты спишь тоже? ах ты маленькая, вероломная тварь. Тебе не стыдно, нет, пугать пожилого киберспортсмена, на ночь глядя? Бледное лицо сестры выплыло из густой тени. О боже. Я готов был вскрикнуть от облегчения. Оля, я не сплю. Что случилось? Носик Оли сморщился, а нижняя губа оттопырилась. Верный призрак, что с секунды на секунду сестра расплачется. Оно опять прилетело и пялится на меня. Да хрен с ним, с твоей совой! У меня тут ручка дверная дергается. Волк прибежал к окну и проник в наш дом. А еще на поле какие-то 4 ушлепка в костюме ворона, лисы и медведя танцевали. Хер с ней, с твоей совой, девочка, пошла нахер отсюда. Прогони ее тоже. Прогони, пожалуйста. Сейчас.
Иди к бате и скажи. Я так боюсь. Это не дом, а музыкальная шкатулка. Вот поэтому надо жить в маленькой хрущевке, в пятиэтажке с соседями, бичами, алкашами, пьяницами, этим страходромом за стеной, чтоб не страшно было. Лежишь и всегда слышишь кого-то. Вот так вот. Страх, только что терзавший меня, уполз и притаился где-то в животе. Я обязан был успокоить Олю. Это был сон, глупая. Не пугайся. Сны не кусаются. Никто тебя не обидит. И рука из-за двери такая: сюда, блядь! Оля всхлипнула. Она изо всех сил пыталась мне верить. Но верил ли я сам? У меня есть идея. Пойдем к тебе в комнату, видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Или Белоснежку и 7 пожилых гномов. Тебе же нравится этот мультик? Почему у спящей красавицы принца у меня эта страшная птица? Потому что сказок нет, и Дед Мороза нет. Вопрос застал врасплох. Ладно, давай посмотрим Золушку. Мысли путались. Что это было? Что высматривало меня, лихорадочно танцуя под луной? К оконному стеклу прижималась тьма, и ее не обманешь старой бабушкиными заговорами. Не проведешь, Господи, предложив вместо себя ящик с салом и глиной, с обрезанными седыми косами. Кого? Тоша, ты идешь? Пошла нахер. Да, сейчас. Чё? Да пошли вы нахер с этой игрой. Вы что, конченые, что ли, совсем? Блять! У меня жопа аж взмокла. Вы что, с ума сошли? Мне 3-4 года, я, блядь, чуть Кондратий не хватил. Блядь. Нихера себе. Сука. Конченая игра. Блять, мне спина взмокла, ты представляешь? Потому что меня парализовало, а? Я вроде руки чувствую, все нормально. Что это такое вообще? О боже. Фу, бля. Вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться над Олей. И это ее с совой. Алло. Кто мог прийти к нам в этой глуши? Ты пацан, ты параноик, что ли? Да кто угодно, я не знаю. Соседи, почтальон, домовой, мамкин друг. И здесь мы никого не знаем. Мать-то твоя знает. Настырные какие. Судебные приставы. От нелепой мысли, что утренние гости пришли прямиком из леса, стало особенно неуютно. Не, это реально, ему голову надо проверять. В прихожей зазвучали неразборчивые голоса. Подмывало спрятаться. Пацан, тебе 12 лет. Куда ты прятаться собрался? Это просто позвонили в дверь днем. В шкаф. Под стол. За занавеску, куда любит прятаться Оля. Тоша, подойди-ка сюда. Пошла нахер. К ногам словно гири привязали. Я поплелся в коридор. О! Ой. Все, да, дурачок. Доигрался? Все. Поехали. Данкин пришел. От них пахло морозом и тревогой. Еще Макдональдсом. Мама, завидев машины с мигалками, обычно кривилась и ворчала. Хуже бандитов. Но сейчас она выглядела несколько растерянно. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовой зовут. Да и хер с ним. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Куда глянуть?
Мать, ты что, я не пойму, тоже что ли пенная? Куда мне глянуть? Я спал весь день, я поел кашу и спал, потом очковал, лежал. С Олей, с Колей, Ваней, Петей, Федей, ну Вовы не было. Милиционер протянул мне фотографию. Рыжий парень лет 8 был запечатлен на фоне ковра. Он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. Точно? Посмотри внимательнее. Да точно, ёпта. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю, да и из дома-то почти не выхожу. Я играю в компьютерные игры и стримлю. А может, видел в окно? Ничего я не видел. Да, у тебя ведь окна на лес. Ничего я не видел. Мать, а ты чё душишь-то и здесь? Сейчас заберут молодого. В окно. Нет, не видел. Первый раз слышу. Ясно. Голос его был усталым, а вот взгляд долгий, невыносимо тяжелый. Он смотрел на меня так, как будто в чем-то подозревал. Его тень падала на меня, и я невольно сутулился под весом смутной вины. Наконец, оторвав от меня взгляд, милиционер бегло осмотрел прихожую, лестницу, трещину на потолке, которую я почему-то до сих пор не замечал. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Попривыкли. Понемногу, только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит. Из местных вас никто не беспокоит? Беспокоит. Шиза меня беспокоит. Как у меня, так и у моей сестры. Шиза вообще полная, просто конченая. Тут у вас нету нигде специализированных врачей узкого профиля. Все хорошо, спасибо. Чего хорошего? Серые глаза милиционера вновь впились в меня, отчего голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Бог поможет. Я спросил неуверенно, чтобы показать себя воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Я вот стою и думаю, ты, малец, на племеша моего похож. Чего? Шустрый парнишка твоих лет, с такими же окулярами. Все книжками зачитывался, детективами. Ну и чего? Когда летом погостить приезжал, говорит, что в школу милиции мечтает поступить. Боже. Как я, хотел людям помогать. Смекаешь? Смекаю. Мне стало неловко, будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из дальних родственников. Ох, ребятушки. Сидите-ка вы лучше дома. Не ввязывайтесь ни во что. Вот. Жизнь сейчас совсем другая. Вот это правильно. Взял пивандепола, сходил в палаточку с утречка, пока бабаек нет и вот этих вот всяких волков страшных. Купил себе, сел спокойно, дошик заварил говяжий и сидишь, чилишь, стримчик подрубил. Вот я человек простой, я третий день не выхожу из дома, потому что мне страшно, мне бабайки кажется, что в коридоре ходят. Поэтому сижу, и несмотря на то, что у меня 34 года, шизофрения, она развивается. Очень страшно, очень. Мамин голос был холоден. Мне ли не знать? Ну да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? 54-м. В 6-м. Друзей-то на новом месте еще не завел? Нахера не нужны друзья эти ваши? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если узнаете что. Милиционеры ушли, унеся с собой тени, запах дешевого одеколона и фотографию улыбающегося мальчика. Какие-то странные милиционеры, если честно. Бам, блядь. На его лицо все еще стояло перед моими глазами. Я думал, каково ему сейчас, там, совсем одному. Кому ему одному, они вдвоем пришли, поехавший. Там почему-то я представлял лес, качающийся на ветру. Каково его бедным родителям. Бама, кашу, да, опять? Что бы делали мои родители, если бы я пропал? Да я понял, что пацану. Плакали, бились в истерике или обвиняли друг друга, как обычно.
А со временем и совсем забыли. И завели себе нового мальчика. Доколе будут пропадать мальчики в этом злосчастном месте? А может быть, это милиционеры крадут мальчиков? А? Мам, а Вова Боже. этот в нашем лесу заблудился? В нашем. Выходит, что так. Бедный ребенок. Помянем. Я выглянул в окно на дорогу. Милицейский УАЗик укатил к деревне. Ковыряя расслоившуюся краску подоконника, я почему-то подумал о племяннике участкового. Тут же вспомнились детские детективы из серии «Черный котенок», которые я сам прочитал за лето. В них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела. Они искали улики, шпионили за всякими подозрительными людьми и потом сами пропадали. А после захватывающих приключений бац! И раскрывали запутанное дело. Становились местными знаменитостями, и, должно быть, родители ими страшно гордились. Ну, вообще. Интересно, что это такое может быть. Да ладно! Бабай в славянском фольклоре — ночной дух. Воображаемое существо, упоминаемое родителями, чтобы запугать непослушных детей. Не бабай, а бабайка. УАЗикс, ну это понятно. «Черный котенок» — серия книг современных российских и переводных детективов для подростков. Кто-нибудь читал? Я заметил оставленную милиционерами цепочку следов, ведущую к лесу. И тут в голове будто щелкнуло. А почему бы не начать собственное расследование? Может, найду пропавшего мальчика. А там и награду дадут. Вольт Оля обрадуется. А не только Оля. Мама с папой. Вдруг они на меня забудут. Вдруг они на время забудут свои перепалки. Ребята, извините за мое чтение. Очень давно книг не читал, что прям стыдно даже. Немного. Может, мне даже удастся спасти нас от слова на букву «Р». Одеваясь, я фантазировал, как куплю Оле тамагочи, а себе плеер и много-много кассет. А еще целую коробку киндер-сюрпризов. Как последний раз родители покупали нам игрушки? Когда? Осенью, кажется, тогда папа потерял работу, ту самую, о которой пелось в навязчивой песне. Что это за песня такая? Бухгалтер. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он такой простой бухгалтер. Ты если лайк не поставишь, я продолжу петь. Милый мой бухгалтер, а счастье будет, если что-то там, блядь, покой. Шо? Осенью, кажется, тогда папа потерял работу, короче, понятно. Я смутно представлял, чем занимаются бухгалтера. Считают деньги вроде. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватало на сладости. Один шоколадный батончик папа делил поровну мне и Оле. Бывало, я отдавал ей свою порцию. Как бы сильно мне не хотелось сладкого, она мелкая. Не терпелось скорее отправиться на поиски Пойду улик. погуляю. Ага, сейчас. Понял. Что это за вообще кибербуллинг-то, я не понимаю. Опять мать, ну что начинается-то, а? Ну я понимаю, что батя тебя не того самого, тудым-судым. А я всем расскажу, кто к тебе дядя приходит. И папе расскажу, и всем расскажу. Да, пока мы спим, дядя как бы это. Ну дай на улицу-то выйти, что началось-то? Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили? Ты реально конченая, что ли? Лес вон какой густой. А если мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? Я ж мать. Того хуже пронеслось эхом по коридору. Да я рядом буду. В лес не пойду. Что я тебе сказала? Мне дважды повторять? Да когда мне гулять-то, женщина? Ты что, совсем чеканутая, что ли? Лучше портфель собери или соли поиграй. Ага, сейчас. Возьмешь, сама поиграешь. Быдло, блядь. Через секунду на кухне зашумела вода.
Это означало, что спор окончен. Последнее слово остается за мамой. Опа. Чуланчик. О, топорик. Может быть, я все-таки пойду на кухню. Завари мне, мать, щей. Я принес тебе лещей. А потом пойду погуляю. А? Мама говорит, внутри пахнет мышами. Но откуда ей знать, как они пахнут? Мыши пахнут, как мыши. Ей ужасно не нравится, когда я суюсь туда. Боится, что порежусь о лезвие недавно заточенного топора. А Олю вообще не заманишь в кладовку. Она считает, что там живет бабай. Я как-то пытался побороть ее страхи, отворил дверь, включил тусклую лампу. Мол, смотри, ничего нет, только паутина, папины инструменты и исцарапанные стены. Не поверила. А мне нравится прятаться в шкафу, слушать, как Оля считает снаружи 3, 4, 5, я иду искать. И бредет, скрипя половицами, робко надеясь. Что маньяк с топором не схватит ее и унесет в чуланчик. И не обгладает ее маленькие косточки. О боже. Пойдем мать доканывать. Открыть. Опа. Опа. Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оли, а теперь тут только суповой набор да слипшиеся пельмени. Типа, что, мы не знаем, что такое пельмени? Я не понял, а что в холодосе? А где пиво? Мать, ты есть-то вообще готовишь? Нет? Что это за капли в глаза? 2 банки огурцов, пол лимона, банку сгущенки и этот. Что происходит? Лгать маме было нелегко, но иначе сбежать из дома не получилось бы. Мам, там что-то с телевизором случилось. Смотри, Филипп Киркоров. Картинка какая-то тусклая, и экран весь в полосах. Без ножа меня режешь. Дострелялся в уток своих. Чего? Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой. Кинескоп, блядь. Где мы теперь мастера найдем в дыре этой, а? Может быть, просто настройки сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста. Дакхант. Помните? Нормально же работал с утра. Из-за снегопада, наверное, неполадки. Ты не подумал, дурак, что она сейчас подойдет к телевизору, и там все будет работать, и ты можешь чапалах получить. Отцовский причем. Мама вытерла руки о фартук и хмурясь отправила в комнату Оли. Убежал. Прикольный дом, кстати, на отшибе. Мне нравится. Я открыл калитку и вышел в поле. Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон. Когда я преодолел половину пути до леса, сугробы доходили до колен. Тихо! Вспомнились ночные страхи. Примерно здесь я видел те силуэты. Здесь они кувыркались, прыгали, хороводили. Музыка заиграла в подсознании, гипнотизирующая и влекущая. Я еще раз говорю, лечи голову, малой. При свете дня те далекие фигуры казались просто сном. Солнце испепелило кошмары, но осталось послевкусие. Послевкусие остается после... Отдаленный звон в ушах, изломанные тени, ползущие передо мной по снегу. Чуть слышный шепот в голове. Ясный, почти ласковый. Чего? Было тихо. Так тихо, будто в мире не осталось больше ничего. Ни земли, ни неба, ни родителей, ни Оля. Будто время закончилось, уперлось в тупик. Чистокол из сосен. Тишина порой бывает страшнее криков. Родители кричали друг на друга, и мы с Олей каменели, прислушиваясь к перепалкам.
А потом наступила оглушающая тишина. Квартира онемела за несколько дней до нашего переезда. Уже вспомнилось с трудом. Точно это было в прошлой жизни. Когда-то мама с папой шутили, смеялись, проводили много времени вместе. И когда целовались в Приоле, она всегда морщилась и забавно фыркала. В один день все изменилось. Нечто важное ушло из нашего дома. Что-то страшное заполнило образовавшуюся пустоту. Словно вспыхнул пожар, и родители среди ночи в попыхах собирали вещи, спасая себя и нас. От кого? Не от тех ли людей, что иногда появлялись в нашем прежнем доме, людей с ледяными, как у мертвецов, глазами? Чего? Будто они во всем видели лишь клубки червей на черной земле. А где-то далеко, предупреждая о надвигающейся опасности, надрывалась сирена. Коллекторы? Бандиты? Что очень на коллекторов, да, похоже. Вот он! А я вздрогнул, прогоняя наваждение, и осмотрелся. Только я и белое поле, и ветер, что гонял по снегу ледяную пыль и хвосты пороши. Мне тоже кажется, коллектор. Кстати, вот эти шапки раньше очень распространены были. У меня от дедушки досталась такая шапка. У меня где-то она даже еще, по-моему, в деревне еще такая лежит. Петушком. Такая, помните, шапка? Ну, называлась она так. Она такая кверху такая, как поднятая была. Мне кажется, это самые распространенные шапки были в Советском Союзе. Блин, и, кстати, очень крутые, да, шапки были. И на лыжах в них ходили и везде. Щурясь от солнца, я смотрел лес, где царил мрак. На фоне ослепительной белизны он был необычайно темен. Узловатые корневища змеились под снегом. Прелая листва и хвойные иглы вмерзли в лед. Ля! Ля! Хай! Сухие колючие ветки переплетались, навевая неуютные мысли о решетках. Слушайте, ровно час идет серия. Слушай, я никогда не мог подумать, что настолько мне будет интересно. Если бы я еще вспомнил, как читать, это было бы вообще великолепно. Игра очень необычная. Я первый раз прохожу подобные игры на нашем канале, причем я даже на Hardplay канале такого не проходил. Она реально держит, знаете, как какие-то вот эти вот истории у костра, истории на ночь. Короче, очень крутые. Так что давайте, как всегда, 6666 лайков и сделаем новую серию. Я думаю, вообще без проблем поставите. Напишите, кстати, комментарии. Очень крутая игрушка. Сорян за мое чтение. Извините, я постараюсь исправиться. Все, всем удачи, и ссылку на плейлист оставлю внизу в описании. Это была первая серия Тени Банни.